Вот. Значит, по поводу развития. Мы продолжаем нашу тему, связанную вот с основными задачами, ради которых мы здесь появились. Да? То есть у нас есть общие человеческие задачи какие-то, есть личные задачи, есть связанные как бы вот с развитием собственного тела, души, разума. И мы говорим о некой системе скоростного развития, сокращенной СССР, которая может человеку в этом помочь. В чем она заключается? Да? То есть мы говорили, что это система, которая позволяет развиваться не в одиночку, а э, нескольким людям. Да? То есть эта система основана на эксперт-операторных взаимодействиях, которые разработал Борис Евгеньевич Золотов. Но на самом деле эти взаимодействия он как бы описал, а лежат они в основе взаимодействия всего живого в этом мире. И вся эволюция, которая у нас вот от самого какого-то там зародыша, который когда-то миллионы лет родил, или миллиарды лет родился, первое существо каким-то образом появилось, и до вот эволюции человека, которая продолжалась много-много миллионов лет, вся природа это вот нам позволяет реализовывать. То есть природа умеет организовывать развитие. Да, то есть как бы, но так как человек стоит эволюционно на верху этой пирамиды, то, вероятно, у него есть некие качества, которые позволяют ему это делать более эффективно, чем просто как бы используя те вот эти природные принципы. То есть в том, что у человека есть разум, и этот человек разум может использовать именно для этого. Тут у нас даже Болгария подключилась. Вот, поэтому у нас география расширяется. Вот, Джордж у нас первый раз на нашем вебинаре, мы поэтому его приветствуем. Но продолжаем. Значит, продолжаем тему развития. Так вот, если говорить о развитии как превращении неких качеств, да, то есть, то качеств на самом деле может быть очень много, самых разных. Да, то есть, если человек занимается этим в одиночку и набирает какие-то качества, то у него какой-то багаж появляется. Да, вот у него есть качества такие-то, такие-то, такие-то. А если он хочет еще наращивать, да, то есть, то как бы чем больше мы прибавляем, тем дальше следующий шаг дается все сложнее и сложнее, потому что ну, как бы каждая ступенька, она становится все выше и выше. Если мы используем только личные качества, как набор неких инструментов, которые мы уже наработали, то это на самом деле путь очень долгий, и на его можно вот там много жизней этим заниматься, и так и не достичь того результата, который нам нужен. Да, то есть эксперт-операторное взаимодействие подразумевает, что мы можем использовать не только качества личные, но и качества других людей, которые они уже сами наработали. Да, и мы в процессе вот этих взаимодействий можем из этого вот набора качеств, да, как бы при коллективных взаимодействиях, уже конструировать гораздо более сложные системы, более сложные задачи и решать, в общем-то, то, что, в общем-то, недоступно ни одному человеку на Земле в одиночку. Да, то есть, а вот группа, организованная правильным образом, да, организованная на определенных принципах, это может делать. Так вот, что мешает как бы вот объединять людей вот в такие вот группы, да, то есть, поэтому мы, наверное, начнем с вопроса, куда нам стремиться, да, то есть где у нас там маяк, к которому мы можем двигаться вперед, да, то есть, естественно, этот маяк, его называют Богом, который мир этот создал, то есть он как бы нам показал, вот смотрите, вот сделано, смотрите, как красиво все это получилось, да, то есть давайте, ребята, присоединяйтесь, будем дальше творить, да, то есть как бы у нас есть вот пример уже существующий, то есть как бы что да, оказывается, вот что-то уже есть, и явно как бы это создано нечеловеческими руками. Но ученые говорят, нет, это само все произошло. Вот там взрыв там большой, там бабахнуло где-то что-то, потом оно само как-то раз все сложилось таким образом. Но вот если начинаешь считать вероятности, сколько же нам надо было миллиардов лет получить вот молекулу ДНК, например, хотя бы простейшего червячка какого-нибудь или просто какой-нибудь водоросли, то оказывается, что никакие соизмеримые как бы временные рамки здесь не идут. То есть получается, что есть некий еще определенный механизм или замысел, да, который лежит в основе вот этого творения, который позволил создать жизнь. И жизнь это на самом деле
померности выше, чем все, что есть в этой реальности. Все живое. То есть мы об этом в прошлый раз говорили, но я так кратенько упоминал, что есть понятие время, есть понятие структур, и мы являемся здесь отображением вот этого мира структур, более многомерного, вот в эту реальность. То есть как бы мы находимся в таком 3D-телевизоре, в котором мы можем это наблюдать. И тогда светлицы, о которых мы все время говорим, это некий инструмент, который нам позволяет эффективно использовать вот эти качества Творца и их развивать. Да, то есть это такой как бы карманный тренер, которым можно пользоваться. Почему это так? Ну, для того, чтобы это понять, нам надо разобраться, опять же, с механизмом, который лежит в основе вот этого всей эволюции. И если обратиться, допустим, к каким-то библейским описаниям, то там есть такое понятие, когда говорят о Боге, это Троица. Он один, и в то же время их трое. Как это может быть? Да, то есть вот академик Раушенбах в свое время, когда озадачился этим вопросом, но если можем ли мы какие-нибудь модели используя для этого, то есть что может быть какой-нибудь объект, да, какой-нибудь, может абстрактный, может быть физический, который бы подходил под вот это описание, которое находится в Библии, да, то есть он один и тем не менее их трое. Вот. И он нашел такой математический объект, это вектор в трехмерном пространстве. Он один, и есть три проекции, то есть три отображения этого вектора на оси координат, и поэтому мы получаем как бы вот абстрактное изображение этой троицы в виде вектора и его проекции. Да, то есть на ось X, на ось Y и на ось Z. Допустим, у нас три оси, если брать пространственное, то мы получаем вот есть три разных отображения, но в то же время он один. Поэтому мы можем себя рассматривать как некое такое отображение более многомерного объекта вот в этот трехмерный мир. А какой физический объект попадает вот под такое описание? На самом деле это свет. Да, казалось, что свет это тоже объект, который можно также характеризовать. Потому что при взаимодействии с веществом свет разделяется на три части. Одна часть проходит насквозь, да, то есть, вернее, часть отражается, то есть, вот, допустим, есть поверхность, вот луч света, он коснулся этой поверхности, часть отразилась, да, угол падения равен углу отражения. В физике в школе проходили, да, то есть, но часть прошла внутрь тела, да, то есть внутрь вошел этот свет. И вот часть этого света проходит насквозь и выходит с другой стороны. Это свет, который он там преломился, он уже не по той траектории идет, он идет немножко по другой траектории, и где-то вышел этот лучик света из этого объекта. Ну и есть третья часть, это свет, который рассеялся внутри этого объекта, да, поглотился этим объектом. Ну это вот аналог другой части, третьей части, да, то есть у нас получилось, что был один объект, луч света, да, и он разделился на три. Но это фактически части одного, который исходный был. Поэтому вот Бог Отец – это тот, который отразился, Бог Сын, который преломился и прошел насквозь, и тот, который поглотился, Бог Дух Святой, да, то есть получается, да, то есть у нас как третья часть этого вот мира, связанного со светом. Так вот, если мы говорим про свет, да, то есть тогда мы дальше говорим о развитии, да, то есть как бы тогда Бог создал этот мир, как говорят, с чем, да, то есть одухотворенным, есть понятие одухотворенный замысел Творца. То есть он одухотворил этот замысел, и вот там есть описание там, сотворения мира, какой был конструкторский набор изначальный, да, то есть духи летали над водами, ничего не было, да, потом духи вошли в воду, то есть они как бы поглотились, и из этого что-то начало строиться. Вот это он опять говорит, да будет свет, свет появился, потом сотворение Земли там и так далее. Да? То есть как бы есть разные возможности взаимодействия на уровне светов. И есть такое понятие, да, то есть как бы вот, что мы можем обучаться чему-либо, да, то есть и с помощью этого света. И сам процесс обучения, он так и называется – просвещение.
Ну, было у нас Министерство просвещения, потом мы сделали Министерством образования, но это все равно части каких-то вещей, связанных со светом. Каким образом? Ну, то есть вот есть вот, допустим, объект, учитель. Да, то есть, кстати, в английском языке тоже есть связанное со светом глагол, не только education есть, но и enlightenment. Да, то есть тоже термин просвещение оно используется. Раз оно в разных языках существует, это понятие просвещения как передача знаний, да, то есть, значит, нам надо вот его рассмотреть более детально. То есть как он организуется при взаимодействии, например, людей. Да, то есть вот один человек передает какие-то знания другому человеку. Он не просто там вербально что-то говорит, да, то есть он ему передает некий свет еще определенный, да, то есть и свет этот идет от человека, мы все светимся, это можно измерить, есть аппаратура, которая позволяет делать. Свет проходит до другого человека и входит в этого человека, да, то есть и опять же, вот раз он входит в другого человека, появляется вот эта троица, да, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. То есть часть отразилась и улетела, не вошло, часть преломилась и улетела насквозь, ну, в одно ухо улетело, в другое вылетело, но часть поглотилась, какая-то часть вот этой вот информации, она передалась. Но передается что через свет? Да? Ну, какая-то картинка. То есть формирована картинка, эта картинка передается от источника света, от учителя к ученику, да, то есть как некий образ. И вот если этот образ вошел в ученика, и там остался след, то есть память осталась в нем, да, то есть поглотился этот свет, и остался этот след этого света, да, то есть тогда у нас получилось, что процесс образования прошел. А если нет, да, то есть если у нас ничего там не накопилось, то есть почему? Ну, не вошло. То есть там несколько причин может быть, почему свет не мог войти в этого человека. Ну, во-первых, непрозрачное. То есть замусоренной, грязи много, то есть свет не входит. Да, то есть как говорят, хоть в стенку, как в стенку горох. Ничего не входит. Потому что глухо, потому что все закрыто и забито. Да? То есть откуда это берется, эта грязь? Оно берется из окружающего мира как некие ограничители, как некие представления, убеждения там, и так далее. Да? То есть как что-то, что нам ставят блоки на восприятие информации, и мы ее не в состоянии воспринимать. То есть одна из причин – это вот непрозрачность этого объекта, который вот входит. Он непрозрачен, он чистый, то есть загрязнение большое. То есть загрязнение – это вот различные искажения, которые внешний мир привносит в нас. Что делать? Да, то есть, надо очищаться. То есть очищаться можно разными способами, то есть, да, то есть там много всякой в литературе, как надо чистить себя от всякой скверны. Вот. Но есть еще способ, например, когда учитель своим светом, имея определенные характеристики, он его начинает продавливать, да, то есть просвечивать. То есть интенсивность свечения такова, что у человека появляется возможность своим светом вычистить учителя и ученика. Значит, что? Значит, тогда учителя должен быть источник света таков, чтобы он мог вот это делать. Да, то есть, поэтому, когда мы говорим о светлицах, на каких этапах вот этого процесса их надо использовать? Ну, первый, вот, например, можно усилить учителя. Да, то есть учителя усилить его световые характеристики с тем, чтобы его свет стал биолазером и прошел. То есть он не во все стороны светил, а конкретно вот в этого ученика и своим светом своих глаз светом, который появляется при звуке, например, мог его прочистить и, и создать условия для восприятия. Но это только часть, полдела, да, то есть просвещение. Но входит свет этот, допустим, вошел, дальше что с ним может быть? Поглотился. Но воспринять его ученик не может. Почему? Сложность слишком высокая. То есть, вот там те связи, которые организованы вот в этом пакете информационном, который идет от учителя, ученик его не в состоянии принять, не хватает мерности. То есть он вроде бы, как все слова вроде бы понятные, а картинка общая не складывается. То есть учитель говорит, это понятно, понятно, это понятно, понятно, это понятно, понятно. А в целом картинки нет. Почему? Не хватает мерности, чтобы в целом эту картинку воспринять. Тогда следующий этап – это
которые мы используем в светлице, это повышение мерности, потому что светлицы конструировались как устройство для повышения мерности. Если вы найдете описание, я, может быть, сейчас и покажу. То есть мы делали вот эксперименты, повышают светлицы мерности или нет. Как делали? Это мы делали с помощью замораживания светлиц и смотрели, где же они, какие же кристаллики получаются. Я неоднократно показывал, но, может быть, не все видели. Давайте я покажу еще раз, потому что это важный вопрос. Водой, которая считается одна из самых чистых вод на нашей планете. Вот. И поэтому мы смотрели, потому что в Байкальской воде хорошо видны вот такие кристаллики, которые шестилучевые, то есть микрокристаллы, которые появляются при заморозке воды. Это не снежинки, которые были у Эмота Масару. Значит, давайте, значит, посмотрим на кристаллики, которые после той же Байкальской воды, которые стали после того, как эта вода взаимодействовала со светлицей. Вот кристаллы тоже Байкальской воды, но только после светлицы. И мы видим, что здесь у нас какая-то рамочка тут, правда, мешается. Что мы видим? Вот обратите внимание на центр кристалла. Мы видим, что есть дополнительные оси кристаллизации. То есть кристаллы стали более сложными. Значит, у нас внутри нашего организма, да, то есть как жидкокристаллическая система, появляются более сложные связи. Значит, если более сложные связи, у нас они и в голове, и в теле, значит, тот свет, который проходит в нас, он может образовывать более сложные картинки, отображать на эту структуру, на жидкокристаллическую структуру нас самих. Вот это вот вопрос, связанный с многомерностью. Поэтому светлица используется как бы вот в следующей фазе. Это, да, первое мы говорим тогда, что это у нас будет за фаза. Когда первая фаза – это просвещение, да, то есть как бы, то есть свет от учителя идет к ученику. Это сам процесс, который вот организуется. То есть без этого мы не получаем передачу знаний. Есть ни синтез, ни какие-то другие характеристики. Второе – просветление. Да? То есть человек должен просветлиться, то есть его вот кристалл вычистится, то есть тем или иным способом, или он сам этим занимается, или учитель как бы помогает ему просветлить. Или светлицы помогают ему просветление сделать. Но не только просветление. Вот есть понятие просветленная оптика. Значит, характеристики этой оптики такие, что изображение передается без искажений. То есть если искажение есть, то картинка нечеткая может быть. Да, картинка есть, но детали сложно разобрать. Поэтому одна из задач, которая решается с помощью светлиц вот в этом процессе, это повышение четкости или разрешение этой картинки, которая передается от одного объекта к другому. Но это может быть на самом деле не обязательно, ну, как бы процесс, связанный с передачей каких-то знаний. Да? То есть это может быть просто взаимодействие людей, да? То есть общение. Это может быть там, на работе и так далее. Но это всегда любое общение связано с передачей части информации через свет. Если у нас световая система работает плохо, то не удается быстро передать эту информацию. Да? То есть как бы человек, ему вроде рассказываешь, а он не понимает. Почему не понимает, непонятно. Раз объяснил, не понимает, два ради объяснил, не понимает, три объяснил, не понимает. Уже сам понял, а человек все еще не понимает. Поэтому вот этот процесс как бы недопонимания связан с качествами характеристик световыми. Поэтому, если мы хотим говорить о взаимопонимании, то свою светимость надо улучшать разными путями. Поэтому вот система скоростного развития с помощью светлицы, она предусматривает, что светлицы можно использовать для вот этого процесса и просветления, и увеличения мерности. То есть он как бы так не обозначен нигде. Но когда произошло вот это, да, то есть что следующее идет? Свет начинает проходить вот в наши жидкостные системы, да, то есть куда? Ну, внутрь клетки, в кровь и так далее. И что появляется? Знания пришли какие-то, человек не знает, откуда они пришли. Откровение, говорит, произошло. То есть не от одного даже человека человек начал получать, да, то есть как бы, с которым он общался, а откуда-то из других каких-то миров знания начинают приходить, потому что кристаллик, его жидкий кристалл готов воспринимать вот эту сложную многомерную информацию. Да, то есть поэтому откровение предусматривает, что информация не обязательно
идет из понятного источника. Она где-то вот попала в нашу кровь, гуляла-гуляла, а потом дошла до головы, и там сформировалась как будто бы как некая мысль. И где она, и как она родилась, непонятно. Но появился шанс ее все-таки воспринять. И, может быть, записать даже эту мысль. И не обязательно для себя, а может быть, для кого-то. Ну и как результат, значит, вот есть возможность получить эти знания. Но это вот как бы одна часть этого вот процесса взаимодействия. Это пока еще с творчеством связано, но не совсем. Да? Почему с творчеством? Потому что когда идет передача вот через свет этих знаний, картинка-то передается, но не обязательно, не стопроцентно одинаковая. Вот когда два человека общаются, да, то есть и обмениваются какими-то вот картинками друг другом через слова, и у них должны быть эти картинки подобные. То есть не одинаковые, а подобные. Один сказал яблоко, этот яблоко представил там, а не самолет в этот момент, да, допустим. Или еще что-нибудь такое, да, то есть мог о чем-то подумать. О чем, говорит, вы думаете, глядя на этот кирпич? Ну, это, помните, тесты вот эти вот, кляксу вот показывают и говорят, что оно вам напоминает? Ну, и человек начинает фантазировать. Вот. А здесь вот, как бы, если говорить про кирпич, про который, о чем вы думаете, то можно, там можно много наговорить, да, то есть, а другой человек говорит, а я, говорит, когда вижу кирпич, я думаю о женщинах. Почему? Ну, говорит, я о них всегда думаю. Поэтому, что бы мы ни говорили, у него в голове только одно крутится. Поэтому вот до него, может, в этом плане и не доходит информация не потому, что картинка как бы не передается, а потому что другая картинка какая-то забивает все напрочь, как бы, кроме нее он уже ничего не видит. Поэтому светлицы помогают вот на этом этапе усиливать эту картинку, да, то есть как бы делать ее подобной тому, чему человек другой может настроиться и воспринять. Да? То есть вот это подобие, оно подразумевает, что если оно реализовалось, значит мы становимся как бы подобным друг другу, и мы имеем возможность взаимодействия, светового взаимодействия. То есть не воздействие одного человека на другого, да? То есть не попытка манипулирования, а попытка наладить контакт с тем, чтобы мы могли стать одной системой. Вот в этом случае есть шанс, что мы сможем тогда на этой базе что-то начать создавать. Почему? Потому что передача информации, да, то есть человек, вот, допустим, куда-то попал, в какую-то местность, ходил, там и увидел там какой-то замок. Да, то есть теперь он знает, как туда идти, в этот замок. И он может кому-то рассказать, что видел вот такой замок, начинает рассказывать. Другой тоже представит замок. У него в голове появится картинка замка, но она может быть совсем другой. Вот тут есть такой город Городец в Горьковской области. И вот там на одном из домов, еще старый дом, дореволюционный, рыбы вырезаны какие-то. Вот. И мы когда пытались выяснить, что это за рыбы, оказалось, что это дельфины. Но выглядят просто как рыбы там. Мы говорим, почему так? Оказывается, когда дали задание вырезать дельфинов, изобразить на этих воротах там на доме, так как эти художники, резчики никогда не видели этих дельфинов, и мы, когда они стали спрашивать, что это такое, ну, это рыбы такие в море плавают. Ну, вот они рыбу изобразили, значит. Ну, у них вот такая картинка появилась. Ну, хорошо, хоть рыбу, да, хвост есть там и так далее. Могли бы еще что-нибудь нарисовать. Так вот, в процессе взаимодействия, да, есть как бы есть творческий акт, как бы первая фаза, да, то есть передача вот этой картинки. Ну, Нижегородская область, когда-то она была Горьковская, да, то есть, ну, поэтому и так все это правильно. Поэтому тут меня поправили. Значит, есть еще момент, связанный вот с чем. Что когда передача знания идет, да, то есть от одного человека, это как бы вроде как творчество, но с другой стороны оно такое как бы копирование. То есть это как бы копирование информации, но копирование с изменением, потому что каждая передача не является точной копией цифровой вот той картинки, которая была, а это ну, как бы некое изменение, которое может быть вот эволюционирует неким образом. Да? То есть поэтому передача знания – это только часть процесса.
Да, то есть поэтому, когда эксперт и оператор начинают взаимодействовать да, то есть передача знания от оператора к эксперту через механизм этого взаимодействия подразумевает как бы некий элемент развития до какого момента? До такого момента, который достиг сам оператор. Вот у него есть некая структура, которую он уже на определенный уровень мерности достиг, да, то есть каких-то качеств набрал. И он эти качества через вот этот световой механизм взаимодействия может передать своему ученику, своему товарищу, с которым он взаимодействует. И этот товарищ может достичь вот этого уровня учителя. Да, то есть, как бы, если вот мы картинку там будем рассматривать, лидер фоллоу на каком-нибудь занятии, мы там это увидим. Но ведь каждый ученик должен стремиться, да, превзойти учителя. Вот. И добиться того, чего тот не мог добиться сам в жизни. Так через что это можно сделать? Только через то, что на вот этом взаимодействии появилось что-то новое, как бы некий творческий акт, акт развития. Тогда этот вот процесс может быть реализован. Поэтому светлицы, они как бы способствуют как процессу передачи информации, так и процессу творчества, да, то есть созданию новых знаний, тех, которых еще не было. На чем? На том, что мы можем объединять в системы в один, да, то есть разных объектов, людей, а может быть и не только людей, да, то есть как бы растения, звери и так далее. То есть мы как бы формируем некую общую среду, в которой мы можем начинать что-то действовать. Но вот если брать, что мешает этому процессу, опять же, возвращаемся, да, то есть, ну, мешает на самом деле еще среда окружающая. То есть одно дело сам человек, какие его характеристики, насколько он там мусорно загрязнен, и какие-то убеждения его тормозят. Другое дело есть окружающий мир, окружающая среда, которая на самом деле тоже мешает. Почему? Ну вот мы как бы есть некий объект. Вот мы начинаем его прочищать. Этот объект, он начинает вычищаться, становится прозрачным, да, энтропия у него падает, он становится чистеньким такой, а вокруг грязь. Что будет происходить при этом процессе? Вокруг, снаружи грязь начнет поступать внутрь. Да? И чем сильнее мы вычищаемся, тем быстрее этот процесс будет идти. Да? Поэтому ускориться. Что можно этому процессу противопоставить? Да? То есть, как бы мы должны тогда вот эту границу между чистым и нечистым, да, как бы начинать раздвигать. Да? То есть вычищать уже окружающую среду. Не только человека, который вот, с которым вы взаимодействуете, а надо тогда начинать вычищать все вокруг. Да, то есть поэтому свет биолазерный учителя, он на самом деле подразумевает, что он не только одному вот ученику что-то там пытается передать, а это группа учеников, это уже некий круг определенных вокруг людей, этих людей. Да, то есть как бы есть некая школа, есть некое объединение, которое позволяет уже создать зону, где этот процесс трансформации идет гораздо быстрее. И поэтому светлица – это такой вот устройство, которое позволяет вот эту зону тоже раздвигать. Но одно дело, когда светлица у одного человека, она его почищает, да, то есть как бы и создает условия для расширения его вот этого вот чистой зоны светового потока вокруг него. Другое дело, когда она есть у других людей, да, то есть когда есть пространство комфортное вокруг, то есть у нас, например, используется устройство комфорт для того, чтобы пространство вычистить вокруг себя, да, то есть потому что одно дело я себя вычищаю, пространство меня опять ломает начинает, да, то есть получается, что в переломанном пространстве мне это достичь условия просветления там и откровения очень сложно. Поэтому мы говорим, что задача стоит не только как бы вот шкурная такая чистая, то есть вот как бы себя сделать таким чистым, пушистым, как бы, и я такой вот хожу везде, как бы не замаранный. Иногда меня спрашивают, ну я светлицу взял, как долго я буду вот чистеньким таким вот просветленным? Вот. На самом деле вопрос достаточно бессмысленный с точки зрения чего? С точки зрения того, что это вопрос, я обычно его сравниваю с тем, что как долго у меня будут чистые руки после того, как я их помою.
То есть пока не испачкаю, да, то есть как бы опять влез в грязь какую-то, вот опять надо бежать, руки мои. Пока я хожу, как хирург, вот ничего не трогаю, как бы там, вот вроде бы чистый. Вот. То же самое касается светлицы. То есть если мы в сильно загрязненной среде находимся, то эта среда нас будет все равно подламывать. Хотим мы этого или не хотим. Поэтому что можно, опять же, противопоставить этому? Пытаться расширить круг людей, у которых есть эти изделия. Да, то есть пытаться объединяться в какие-то группы, с одной стороны, а с другой стороны нести эту информацию другим людям. Почему? Ну, потому что, когда вы эту информацию несете, то вы тем самым, на самом деле, прочищаете и других людей, да, то есть и пространство вокруг. То есть своим светом вы начинаете, своим вниманием, да, то есть преобразование начинается световое, и ваш биолазер, который вы набираете с помощью светлиц, как бы энергию этого биолазера, вы начинаете вокруг таким образом вычищать общее, создавать общее пространство. Ну, как говорят, пространство любви. Ну, почему? Ну, любовь – это свет тоже. И когда есть возможность обмениваться светом, это все равно есть пространство, в котором любовь будет присутствовать, так или иначе. И чем больше вы это пространство создаете, тем больше вы можете его наполнить своим светом любви, да, то есть своей энергией любви, своим вниманием, своим гармоничным отношением к этому миру. И тогда появляется шанс, что у вас начнется процесс вот этого творческого озарения. Да? То есть когда вы, начиная соединять вот в себе, в других, да, то есть разные качества, которые с помощью этих световых систем можем набирать и объединять, они начнут формировать новое знания, да, новые навыки, новые умения, новые качества, которых еще не было, под новые задачи. То есть, что мир все время меняется. То есть не надо об этом забывать. И когда мы упираемся в какую-то одну задачку, ну, ее делать каждый день, да, то есть одно и то же, то есть у нас получается, что мы зацикливаемся и уходим вот от этого процесса развития. Поэтому надо просто смотреть, где мы зацикливаемся, и пытаться из этого выйти. Поток откровений может, говорят, сильно напрягать психику, можно в психушку попасть. Но если психика неустойчивая, да, то есть как бы, то можно. То есть, но светлицы на самом деле помогают делать эту психику устойчивой как раз. Вот, то есть вот из того мусора, который идет к нам, да, как раз когда мусора сыпется много, вот тогда в психушку гораздо легче попасть, потому что ты как бы вот куча всякой информации, которая тебе совершенно не нужна, которая тебе только ухудшает твою жизнь, она-то и приводит к тому, что человек вместо того, чтобы идти по тому пути, по которому он предначертан ему этот путь, да, то есть он заложен в него как некая там линия судьбы, он начинает метаться туда-сюда, то есть как бы у него раздваивается, то есть он начинает раздваиваться, расстраиваться, то есть как бы и от этого ему становится плохо, потому что его энергии резко начинает не хватать на какие-то действия, на его преобразование, целостность у него нарушается, он начинает болеть, от этого страдает и психика, и все остальное, все, что с ним связано. Вот, поэтому какая задача вот есть, например, такая, можно ее рассматривать, да, то есть это вот одна из задач, это можно светличные технологии, например, попытаться продвигать вместе с нами, вместе с другими людьми, потому что это может быть, с одной стороны, ну, как бы задача повышения своей эффективности, потому что я создаю вокруг себя и вокруг в своем городе, там, в своем регионе чистое пространство, и я способствую развитию других людей. То есть я даю им возможность, некий механизм, который позволяет им начать встать на этот путь развития. Когда я один развиваюсь, то я как бы отрываюсь от всего народа, и у меня получается, что они, все остальные меня начинают тянуть назад, да, то есть как бы они являются тормозом для меня. То есть, ну, это часто бывает в семьях, когда один человек встал на этот путь, начинает бежать куда-то вперед, а другой его там говорит: стой, назад, ты что-то тут куда-то не туда идешь, я не хочу, чтобы ты туда ходил, как бы, и начинает тормозить. Вот. Чтобы этого вот избежать, значит, надо обеспечивать вот как бы более равномерное, да, то есть тогда светлица может начать выступать в роли вот такого вот создания
универсального света, который вокруг вас начинает создавать вот эту зону комфорта, с одной стороны, с другой зону, в которой люди начинают тоже просветляться и прочищаться. Как это выглядит, да? То есть, ну, вот простой пример. У нас был когда-то одна женщина, одна из города Елабуги, она активно занялась нашими изделиями, она сама целитель. И, говорит, посмотрела, говорит, да, мне нравится, как они работают, давайте я тоже попродвигаю среди своих вот, клиентов. Но она, когда я спрашиваю, а что вы рассказываете людям? Она говорит, я им ничего не рассказываю. Я им даю и говорю, тебе надо. Ну, и человек покупает на доверие, как бы, и начинает пользоваться. Проходит, говорит, пару месяцев, у кого больше, у кого меньше. Человек приходит и говорит, а что это такое? Начинает задавать вопросы. То есть где-то только через какое-то время, да, то есть когда взаимодействует со светлицей, у него появляется потребность, у него появляются условия для того, чтобы эти знания стали в него заходить. А до этого они в него не заходят. Поэтому можно создать условия, когда человек попадает в эту зону преобразования через что? Например, через воду. Даем ему воду, которая имеет вот эти светличные структуры. Он эту воду пьет и тем самым просветляется. Да, то есть вот тоже одна женщина рассказывала на одной встрече, у нее зять побывал в свое время где-то в каких-то боях, то ли Афганистан, то ли Чечня, и оттуда приехал, говорит, ну, вообще психованный совершенно. То есть, как бы, чуть что по нему не так, он начинает там все бить, крушить, ломать, орать и так далее. Говорит, просто стало невозможно с ним жить. И народ стал сильно напрягаться. Вот эта женщина купила светлицу и ее под воду и стала ее, эту воду всем давать. То есть молча. То есть все пьют эту воду, и этот зять тоже начал пить эту воду. И, говорит, через некоторое время, смотрим, потихонечку, вдруг стал более нормальным человеком становиться. То есть уже без вот этих вот психов и без вот этих вот брыков, которые вот. Ну, а потом, как бы он уже дорос, что она ему тоже купила эту светлицу, и тот начал ею активно пользоваться. А до этого, конечно, и слышать не хотел. Поэтому, если мы начинаем, например, воду продвигать, то это можно на этом еще и заработать. Да, то есть, вот, например, сейчас у нас один наш товарищ начал лить воду, хорошую воду, которая ледниковая, да, то есть это вода, которая течет с ледника, это не из-под земли. И он эту воду стал разливать, и вот сейчас предлагает, есть такое коммерческое предложение, я вам его сейчас покажу, как оно выглядит, на вот эту воду. То есть вода и кола на базе этой воды. То есть там что? Этикетки, значит, в этикетку встроена структура светлиц. Поэтому вода, с одной стороны, это очень хорошая вода ледниковая, потому что такой воды практически на рынке нету. Сейчас мы это выведем на экран. Ну вот так выглядит эта водичка. Называется Видиал. Почему так она называется Видиал? То есть, как бы это... Но не Видиал, она Видил называется. Если по-английски читать, как бы Видил. Но вот есть такое понятие идеал, да, то есть есть видеал, а есть идеал. Что значит идеал? То есть это что-то такое очень хорошее, как бы, и очень, в общем-то, во всех вещах самое лучшее. Вот. Ну, если его рассмотреть, как бы это слово, это не русское идеал, да, то есть это я, да, и дил это делал. То есть я сделал. То есть я сделал такое, что просто вот лучше всего. Это значит, вот это и есть идеал. А здесь другое слово, видите, видел. То есть мы сделали. То есть это вода, которая объединяет. То есть у нее задача вот такая. То есть объединять людей через вот те структуры, которые в это заложены. То есть мы делаем. Поэтому если кто хочет как бы вот приобщиться к этой воде, еще и заработать на ней, то можно в своем регионе найти возможность ее попродвигать. И колу такую, да, то есть, как бы, то есть, да, она не самая дешевая, то есть на этом рынке сейчас, на рынке воды хорошей практически нет.
То есть вся вода, которая на рынке присутствует, большая часть, об этом даже Галустян тут целый ролик снял, это вода, которая, водопроводная вода, пропущена через осмотические фильтры, и все. Да, она чистая, как бы с точки зрения химии, но с точки зрения структуры там ничего нет. Даже, да. Но есть минеральные воды, да, то есть хорошо. Вот, а чем же отличается вот эта вода светличная от минеральных вод? Здесь мы говорим вода-то ледниковая, то есть это вода, которая выпала, да, то есть она сначала вошла в пар, потом кристаллизовалась, да, то есть в виде снега выпала в горах где-то. Это было там тысячи лет назад. Потом этот ледник медленно полз, дошел до зоны, где он начал таять. Вот эта вода таяла, она ее уже собирают вот там ниже по руслу и разливают уже в бутылки. То есть это вода, которая прошла чистку, но через верхние, да, то есть зоны. А есть подземные воды, да, то есть они тоже очищаются, пройдя через землю. То есть есть система очистки такая. Да, то есть можно через адовые структуры проходить и чиститься, а можно проходить через небесные структуры и тоже вычищаться. Ну, как бы рай и ад. Вот как бы разница между двумя водами. Талой водой, ледниковой, и вот минеральной, которая из-под земли качается. В основном, если или это на минеральные воды, это в основном представлены те, которые из-под земли берут, да, то есть или водопроводная вода, или вот эти вот минеральная вода из каких-то скважин. Поэтому, если кому интересно, я могу выслать коммерческое предложение, и вы его посмотрите и подумаете, как у вас там в этом. Поэтому здесь, даже если не рассматривать вопрос зарабатывания, значит, мы решаем очень важную задачу через эту воду. Мы решаем задачу развития, причем массово. То есть мы светличная структура начинаем массово внедрять в... Ну, скажем так, вот все, можно, разве можно вот людям, если без их согласия, как бы вот что-то такое давать? Можно. Почему? Потому что этими структурами мы не можем навредить человеку, мы можем только улучшить его состояние. Потому что у нас эксперименты есть, которые показывают, что основной процесс, который идет при использовании светличных структур, это процесс нормализации. Есть акты испытания, тоже кому интересно, могу прислать. Если параметры в системе ниже нормы, они начинают увеличиваться. Если выше нормы, они начинают снижаться. То есть все параметры в системе начинают связываться к норме. То есть это вот касающееся вопроса того, можно ли мы этими структурами навредить. Нельзя. Можно ли пить беременным? Можно. Можно ли пить детям? Можно и нужно, потому что тогда будет развитие более эффективное, и человек будет меньше болеть, потому что он будет избавляться от множества разных болезней при этом. И даже тех, которые он и не знал, что они могут быть, потому что они до него не дойдут, до этого. То есть не дойдет он до болезни. Он вылечится до того, как они к нему придут. Значит, есть у нас вот, да, вопрос повышения мерности, когда мы говорим, да, как светлицы-то, они что же развиваются, да, то есть и оказывается, что мы модели, создавая новые, мы тем самым повышаем мерность этих вот отношений, мерность связи, да, то есть у нас там были сначала обычные светлицы, мы еще так кругленькие делали, потом у нас появились в виде карточек светлицы, потом у нас появилась 108-я модель, потом у нас аурумная модель, и сейчас вот модель Genium. В чем отличие как бы вот этих всех моделей? Главное отличие это в том, что повышается мерность. Каждый раз мы наращиваем мерность вот этих вот связей, которые создаются в наших кристаллических системах, и тем самым задачи, которые человек может решать, они становятся более эффективными. И мы можем решить более насущные задачи, потому что с каждым годом задачи становятся все более сложными, стоящими перед людьми, перед миром в целом. И попытки как бы решить это, внедряя искусственный интеллект, эти задачи, я думаю, что обречены на провал, потому что есть задачи, которые невозможно не просчитать, да, то есть просчитывать их надо было 100 лет назад начинать, а не сейчас. И только через какое-то время станет ясно, почему это не удалось. Я как бы на эту тему уже говорил. Вот. Поэтому вот у нас сейчас есть серия Genium.
Это так называемая гениальная серия, когда вот эта серия и встраивается уже будет вот в эти вот бутылки, в эту воду. Поэтому просто иногда люди говорят, да у меня вот есть там светлица старенькая, я как бы с ней хожу. Мне, значит, новая не нужна. Нужна. Почему? Потому что вы уже достигли определенного уровня, да, то есть вам все равно надо шагать дальше. Поэтому приобретение светлицы следующего уровня – это задача, которую, в общем-то, надо ставить себе, потому что надо развивать себя, развивать других. А куда девать старую? Ну, у вас же есть вокруг людей куча, да, то есть вы как бы эту старую можете использовать для других людей, для родственников, да, то есть делать вот такие замечательные подарки как бы в рамках вот взаимодействия со светличными структурами, а у нас сейчас мы взаимодействуем со светлицей Genium, сейчас она у нас присоединена к этому каналу, к которому зумовскому каналу, и Aurum, Aurум, который называется Aurum, на самом деле не Aurum, это тоже уже Genium, это у нас такая вот тайна, я вам раскрываю, у нас появился новый лад, который теперь лад Aurum, он покрупнее. То есть раньше у нас лады были вот такие. Вот. У нас они лады вот были вот такие маленькие, видите, вот они там 15 миллиметров диаметром был такой кружочек. Что у нас лад дает? Лад у нас дает возможность взаимодействия с электромагнитными полями. То есть светлицы, все они занимаются чем? Согласованием. То есть не разделением, а согласованием, соединением. Если разъединяемся, то разъединяемся с чем-то, что нам, например, не нужно. Ну, с паразитами, например, да? А так в основном идет согласование. Поэтому вот лад – это согласование электромагнитного поля человека с полями, которые нас окружают. Там, от смартфона, там, от телевизора, с печки СВЧ, там, ну, то есть от всей электроники, которая нас окружает. Ну, кстати, от лампочек тоже, потому что лампочки... Вы наведите как-нибудь смартфон на лампочку, которая ледовская, и посмотрите, как она выглядит на смартфоне, да, то есть как моргает экран. Просто у нас глаз не воспринимает это моргание, нам кажется, что оно постоянный свет идет. Но на самом деле это все время такое дребезжание, как бы. Но по нам все время, как бы по глазам все время вот этот вот свет долбит. Вот. Поэтому лад помогает вот это согласование сделать, и вот эти искажения, которые мы набираем от электромагнитных различных устройств, уменьшить. Поэтому это лад в сочетании с комфортом, со светлицей комфорт, это условия для создания вот этой вот среды обитания, в которой мы можем более комфортно себя чувствовать и в которой мы убираем вот те искажения, которые нам мешают воспринимать этот мир в том многообразии, какой он есть.